Всем привет! Я уже 2 месяца как пытаюсь получить помощь от социального работника в Альтея. В очередной раз убедился в том, что все, что бесплатно в Испании, жутко медленно, прям необоснованно медленно. И казалось бы, что вроде бы она и этот соцработник и помогает мне, и даже звонит мне периодически, но реально никаких изменений в моей ситуации нет, кроме как того, что 2 месяца прошло с момента того, как я к ней обратился. Вот сейчас в очередной раз зашел в мэрию, в Айунтамента, и попросил запись на встречу с соцработником. Вот. Единственный плюс, который я вижу, это в том, что мой соцработник случайно оказалась наполовину англичанкой, и поэтому у нее английский язык родной, и с ней очень легко общаться. Подпишитесь на меня, те, кто не подписан. Поставьте лайк, напишите комментарий, потому что я вам расскажу о том, как я в самый первый раз в своей жизни в Испании понадеялся на помощь. Очень надеюсь, что вы на меня подписались, потому что 95% не подписаны. И эта информация, которую я дальше буду рассказывать, интересна будет и для тех, кто смотрит не из России. Потому что я рассказываю, в принципе, о том, как это работает. Значит, 3 декабря 2022 года я узнал о том, что у моего дома горит крыша, и за 3 часа, как бы там пожарные не уверяли меня, они дали возможности дому сгореть. Дом сгорел дотла, прогорел от крыши до 1-го этажа. Все сгорело. То есть там, по сути, нечего было восстанавливать, что не сгорело, то залито было водой. Единственная, какая комната оказалась более-менее целая, это котельная, потому что она по противопожарным правилам имела отдельный вход и практически не пострадала. Ну, только водой немножко залили. Так вот, я написал о том, что со мной произошло в социальных сетях. Я не знал, будут ли мне помогать, не будут помогать. Для меня это был просто крик о помощи. Что вот такая вот фигня со мной случилась. Трагедия всей моей жизни. И со мной связался, наверное, через 2 дня, то есть это случилось в субботу. Со мной связался в понедельник Иван Пустовалов. Он представился руководителем организации «Россия завтра», Russia Tomorrow. И я потом узнал, что у него есть вторая фамилия Сванидзе. Так вот, этот Иван Пустовалов Сванидзе сказал мне, что он готов мне помочь юристами, готов мне помочь психологами, поддержать меня. Но я должен ему рассказать историю всю свою. Ну, представьте себе ситуацию. Я не спал 2 суток, буквально, и не смог бы заснуть. Не спала 2 суток моя жена. Мы все на ушах. Обращаемся в полицию. Звонит в этот момент пожарный инспектор, который проводит обследование моего дома. И я ведусь на обещание Пустовалова из Russia Tomorrow, что он мне поможет. Только ему нужна моя история. Он говорит: я помогу тебе, открою сбор, и мы тебе поможем деньгами, чем сможем, люди скинутся. Вот в этой всей, представляете, сгорел дома. И в этой суматохе я откладываю свои дела и считаю, что для меня приоритетным, раз мне собираются помочь, написать вот эту историю.
трачу время. Для меня это очень тяжело до сих пор вспоминать эти все обстоятельства. Описываю историю, как меня 8 октября 22 года деанонимизировали. Один из соседей, Андрей Крижевских, опубликовал нашу частную переписку в сети интернет без моего согласия. И я всю эту историю моего антивоенных выступлений и всего остального, я это все излагаю Пустовалову. Для меня это было тяжело сейчас, и тогда было тяжело. Проходит время, со мной связываются другие люди и убеждают меня в том, что Пустовалов мне не сможет помочь, а он воспользуется моей историей, чтобы собрать себе денег. Так они меня уверяют. Ну, проходит неделя, я в течение недели потихонечку прихожу в себя, насколько это возможно, и начинаю спрашивать этого Ивана, когда будет помощь юристов, когда будет помощь психологов, обещанная. Юрист, он дал некого Сергея контакты. Я пытаюсь с этим Сергеем связаться, но, к сожалению, никто мне не отвечает. Потом я в течение декабря добился того, что этот Сергей мне ответил, что я должен с ним созвониться в конце декабря. Забегая вперед, в конце декабря я созвонился. Сергей сказал, что на бегу, во время каникул сейчас, и быстро говори, в чем дело, у меня есть 5 минут. Я быстро объяснил мою ситуацию, он сказал, что да, дело выигрышное, но сейчас каникулы, и поэтому он не может мне помочь именно сейчас. Я его понял, что именно сейчас он не может помочь, но поможет в будущем. До сих пор жду этой помощи. Что касается Ивана, он начал то, что называется, теряться. То есть никакой сбор он не открыл, историю он мою получил в максимально возможных деталях на тот момент. Начал теряться. И никакой помощи от России завтра я в конечном итоге не получил, как не получил и от Ивана Сванидзе Пустовалова. Но зато получил урок. Не стоит ожидать какой-то помощи, если она бесплатная. Если она и появится, эта помощь, то будет маленькой и не быстро. К слову сказать, в тот же момент мне предложили записаться в организацию, которая называется СИАР. Это каталонское агентство по помощи беженцам. Я записался в эту организацию. 19 декабря 2022 года, как сейчас помню, мне была назначена встреча. Записался я, естественно, раньше. И 19 декабря я пришел, опять же, через переводчика послушал, что, повторил свою историю, послушал, что мне пообещали помощь. Но мне там же уже сказали, что чтобы податься на беженство, я должен сам своими силами найти запись на прием, то есть СИТу. Они в этом не помогают. И потом я узнал документально точно, что помогает СИАР только и исключительно в одном случае. Они помогают сформулировать вашу историю беженца. То есть они не помогают ни адвокатами, они не помогают ни СИТами, они не помогают ни психологами, ни деньгами, ничем они не помогают. Кроме одного, они помогают взять вашу историю, допустим, на русском языке и сформулировать, перевести ее на испанский язык. Для этого у них есть переводчики. Все, это единственная помощь, которую СИАР вам может оказать. Никакой другой помощи, запомните, они вам оказать не могут. И вот это очень важно, потому что я вначале думал, что мне все готовы помочь и так, и этак, и по-разному.
На самом деле, за почти 3 года в Испании я понял, что если вам и помогут, то только очень-очень мало, если эта помощь бесплатная. Ну, то есть она для вас бесплатная, для налогоплательщиков она платная, то есть все эти сиары, аксемы, они все работают за какие-то гранты, за какие-то бюджеты. И вот они будут вам помогать ровно в тех рамках, в которые им выделен грант. Это надо помнить. Еще надо помнить, что надо на меня подписаться, написать мне комментарий, что вам непонятно или понятно было из этой истории. И напишите, интересно ли вам будет узнать, как и другие НКО в Испании оказывали мне помощь. Я буквально все возможные организации обошел и во все двери постучался. Пишите мне комментарии, чтобы я рассказал вам о, допустим, моем опыте общения с Аксемом. Я с ними общался, более успешно общался, и хочу увидеть от вас в комментарии, вам это интересно или нет. Ну и ставьте мне лайк или дизлайк, помогите мне теми способами, которые вы можете. Самая главная помощь — это просмотр, подписка, расшарьте мое видео,